Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. В этом видео мы вяжем рюкзачок крючком. Вот так вот он выглядит. Боковинки, донышко, вид сзади. И изнаночная сторона этого рюкзачка такая же красивая, как и лицевая. Место соединения рядов оно абсолютно незаметно. В качестве утяжки я использовала шнур, из которого вязала рюкзак. Вместо шнура можно использовать кожаную или из кожезаменителя утяжку. На данный момент у меня их просто нет. В качестве клапана я использовала вот такой кожаный от пряжи Центр. Ссылку на всю фурнитуру и на материал я оставлю в описании к этому видео. Посмотрите, выберите для себя подходящий материал для такого рюкзачка. Вместо кожаного клапана можно использовать, например, вот такой вязаный. Дайте знать в комментариях, если хотите видео, как связать вот такой аккуратный клапан для вашей сумки либо рюкзака. Просто он будет немножко большего размера. Здесь он у меня представлен для примера. Для вязания рюкзачка вам понадобится 3 мотка полиэфирного шнура карамель от пряжи Центр. Это характеристики шнура. 3 моточка у меня ушло. Небольшой остаточек остался. Вам понадобится кожаный клапан, либо из кожезаменителя, либо вот какой-то подобный вязаный. Если вы будете вязать клапан, то понадобится 4 мотка для вязания рюкзачка. Вязала крючком 4 мм. В качестве крепления ручек необходимы будут 3 кольца карабина, ножницы обязательно. В этом видео мы не вязали ручки для рюкзака. У меня есть отдельное видео, как связать ручки. Оставлю ссылку на плейлист в описании к этому видео и также в правом верхнем углу по ходу нашего видео. Не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, а также оставляйте свои пожелания, какие видео вы хотите еще видеть на моем канале. Итак, давайте приступим к вязанию этого красивого рюкзачка. Донышко для вязания рюкзака уже готово. Я его вязала в отдельном видео. Ссылку на это видео я оставлю в описании к этому видео. И в правом верхнем углу посмотрите, как оно вяжется. Донышко вяжется абсолютно без единого отверстия в центре. Вот наш центр. Очень плотное центральное место дна. Поэтому лучше связать именно таким методом, чтобы отверстий не было в центре. Итак, начинаем вязать. Это у нас завершение ряда. Петля уведена на изнаночную сторону, то есть вот она, петля от конца ряда, мы ее уводим на изнаночную сторону. Если вы хотите сделать незаметное завершение ряда, то есть закончить его косичкой, то можете закончить. Я не буду этого делать. Это место будет в дальнейшем практически незаметно, поэтому не буду отрезать шнур. Первый ряд мы будем вязать за изнаночные вот эти вот перемычки. Вот они. Вставляем крючок, вяжу я крючком 4 мм. Вставляем крючок вот в эту перемычку, то есть перед вот этой петлей. То есть из столбика, откуда у нас выходит вот эта вот петля, которую мы ввели на изнаночную сторону. Вот в эту перемычку, вот она. Вставляем крючок вот в эту петлю. Подтянем ее, слишком затягивать тоже не нужно, и провязываем столбик без накида. Так, и еще петлю. Первый столбик без накида первого ряда связан. Далее мы находим следующий столбик, вернее следующую перемычку за столбиком. Вот она такая двойная, и тоже вяжем столбик без накида. Готово. И в каждую последующую перемычку мы вяжем столбики без накида. Обратите внимание, чтобы нить не была развернута, чтобы она ложилась аккуратно. И так вяжем мы до конца первого ряда. Нам сейчас нужно связать 2 ряда просто столбиками без накида, для того чтобы перейти к основному узору. Все, первый ряд я довязала. Делаем незаметное соединение. Для этого петлю мы рабочую вытягиваем. Заводим крючок с изнаночной стороны под первую косичку. Захватываем
петлю на изнаночную сторону, подтягиваем. Так. И сейчас мы вставляем крючок под эту же косичку, только уже с лицевой стороны на изнаночную, захватываем рабочую нить. Готово. Вставляем крючок в изнаночную петлю, через обе провязываем первый столбик без накида. Вот оно место с перехода от донышка к стенкам. Я его приблизила, то есть кажется, что оно такое достаточно заметное. В готовом изделии вы не будете обращать внимание вот на это место. Если вас это место смущает, сделайте незаметное соединение ряда, то есть косичку в косичку, и начните вязать просто уже с первого столбика без вот этого перехода. Первый столбик второго ряда у нас провязан. Сейчас мы также по окружности всего рюкзака нашего будущего также вяжем столбики без накида, не в раскол, обычные столбики под косички, которые вяжутся. И не забывайте аккуратно укладывать нить. Все, второй ряд я довязала. Также делаем незаметное соединение столбиков. Тем же самым способом, что и в первый раз. Все, готово. Мы провязали с вами 2 подготовительных ряда для вывязывания основного узора. Стенки поправим сейчас. Все, 2 ряда столбиками без накида связаны. Сейчас мы приступаем к вывязыванию основного узора. Первый столбик третьего ряда у нас связан, столбик без накида. Вяжем еще один столбик без накида. Сейчас в основании первого столбика без накида, вот он, в его основание мы вставляем крючок, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее. То есть она должна как бы вот наискосок получиться, вытянутая. Далее находим следующий наш столбик провязанный. Столбик третьего ряда, второй столбик третьего ряда. Вот первый, вот второй. И под ним мы отсчитываем 2 ряда вниз. Вот этот ряд мы не учитываем, третий. 1, 2. И вставляем в основание столбика без накида, в основании одного из столбиков самого первого ряда, крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Все 3 петли на крючке провязываем. Все, первый узор, первый раппорт узора у нас провязан. Далее, вот этот следующий столбик, вот он, следующий, он как бы закрыт, прикрыт вот этой длинной петлей. Мы его пропускаем, то есть вот этот столбик мы пропускаем, следующий провязываем столбик без накида. Слишком слабо не вяжите. И в следующий мы тоже провязываем столбик без накида. В основании вот этого столбика мы тоже провязываем такую косую петлю. И у нас идет следующий столбик. И опускаемся на 2 ряда ниже. Вот этот ряд мы не учитываем, третий. 1, 2. Вот в этот столбик. Вот он. Мы вставляем также крючок и вытягиваем длинную петлю. Можно также еще ориентироваться от самой вот этой первой длинной петли. Отсчитываем 2 столбика, 1, 2, и в третий, в основании третьего вставляем крючок и вытягиваем длинную петлю. 3 петли на крючке, 1, 2, 3, и все 3 петли мы провязываем за раз. Так, готово. Вот этот вот столбик мы пропускаем. Он как бы у нас уже прикрыт вот этой длинной петлей. И вяжем снова 2 столбика без накида. 1, 2. В основании вот этого столбика вставляем крючок, вытягиваем косую петлю, отсчитываем в самом первом ряду от длинной петли 2 столбика, 1, 2, и в основании третьего, вот 1, 2, в основании третьего вставляем крючок,
Захватываем нить, вытягиваем, 3 петли на крючке, 1, 2, 3 мы провязываем за раз. Так, вытянулась слишком. Все, провязали. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Я дошла практически до конца, и последний у нас остался раппорт. Столбик без накида, столбик без накида, последние 2. Крючок в основании первого столбика. Далее крючок в основании самого первого ряда. Вот мы отсчитываем от длинной галочки, вот она. Предпоследний получается 1, 2. И вот в основании вот этого самого столбика вставляем крючок, вытягиваем петлю. Так, перевернулась петля. Все, и провязываем наш узор. При необходимости все вот эти вот галочки нам нужно расправить. Делаем незаметное соединение тем же самым способом, что и делали в предыдущих рядах. Под первую косичку мы вставляем крючок с изнаночной стороны на лицевую. Протягиваем рабочую петлю на изнаночную сторону, подтягиваем. Крючок вставляем сейчас с лицевой стороны на изнанку под эту же косичку. Вытягиваем косичку, вставляем крючок, вернее вытягиваем петлю, вставляем крючок в изнаночную петлю и провязываем 2 петли на крючке. Все, первый столбик 4-го ряда у нас провязан. Далее снова вяжем столбик без накида. Так, в основании первого провязанного столбика мы вставляем крючок, вытягиваем также косую петлю, вытянули, и сейчас находим место, куда мы будем провязывать вот эту длинную петлю. Вот оно, вот она длинная петля, отступаем 1 ряд снизу, вот эти столбики без накида, вот она. В основании вот этой петли, то есть как бы по центру вот этой длинной петли, в основании вот, вставляем крючок и также вытягиваем длинную петлю. Провязываем. Все, следующий столбик получается мы пропускаем, вот он у нас как бы прикрыт вот этой длинной петлей. Следующий столбик мы провязываем столбик без накида. Следующий тоже столбик без накида. И повторяем все то же самое. В основании вот этого первого провязанного столбика провязываем косую петлю. И находим место, куда мы вставляем крючок для провязывания длинной петли. Вот такой вот длинной петли. Вот оно. Вот он, это место. И провязываем 3 петли на крючке. У нас получается узор колосок с наклоном. Вот он уже хорошо виден. И продолжаем далее. Вот этот вот столбик у нас, мы его пропускаем. У нас как бы он прикрыт вот этим столбиком. И следующие 2 столбика без накида. 1 и 2. В основании первого вяжем косую петлю. И находим место, куда мы провязываем длинную петлю. Вот оно. Вот оно, это место. Довязываем этот ряд. 2 столбика без накида последние. 1 и 2. И столбик, длинную петлю. Все, довязали 4-й ряд, делаем опять незаметное соединение, все точно так же. Комментировать уже не буду. Здесь ничего сложного нет.
Продолжаем вывязывать наш узор. Вяжем еще один столбик без накида, 2. В основании первого также вяжем косую петлю. Готово. Сейчас. И сейчас крючок вставляем вот в это место. Вот оно. Вот оно. То есть 2 ряда мы отступаем от основания нашего рюкзака. 1, 2. Вот оно. То есть как бы поднимаемся вдоль вот этой вот длинной петли. Вот она, длинная петля посередине. То есть как раз вот оно, это место. И провязываем 3 петли на крючке. Вот эту петлю мы пропускаем, которая у нас прикрыта длинной петлей. Следующие 2 столбика без накида. Так. В основании первого столбика провязываем косую петлю. И сейчас вставляем крючок вот в это место. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот наш предыдущая длинная петля предыдущего ряда. И вот сюда как раз по центру вот этой длинной петли мы вставляем крючок. И провязываем 3 петли на крючке. Вот такой узор уже получается. Вот так. И опять вяжем до конца ряда. Здесь все однотипно, поэтому вяжите самостоятельно. Я довязала этот ряд. И при необходимости вот этот кончик желательно спрятать, пока бортики нашего рюкзака еще не слишком высокие, чтобы было удобно. Я его уже частично спрятала. Итак, практически свой рюкзак я довязала. В высоту у меня получилось 22 сантиметра. С изнаночной стороны у нас идеальная изнаночная сторона. Место соединения рядов абсолютно незаметно. Аккуратно как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. Все, последний раппорт узора довязан. И сейчас мы делаем обвязку края нашего рюкзачка. Для этого вставляем крючок сразу же под следующую косичку, под начало ряда. И провязываем полностью обвязочными столбиками, соединительными столбиками по краю, для того, чтобы край нашего рюкзака был более оформленный, более жесткий. И благодаря обвязке изделие смотрится завершенным. Все, встречаемся в начале нашей обвязки. Все, я обвязала край рюкзака. Сейчас отрезаю примерно где-то 10 сантиметров нашего шнура. Если вы вяжете из полиферного шнура, то не забудьте кончик опалить, иначе он распустится. Итак, делаем завершение нашей обвязки. Все, готово. И кончик прячем с изнаночной стороны. Сейчас нам нужно сделать утяжку для рюкзака. Если у вас есть готовая утяжка из, например, кожи, либо кожезаменителя, то лучше использовать ее. У меня в данном случае утяжки для моего рюкзака пока нет в наличии, поэтому я воспользуюсь обычным шнуром точно такого же цвета. Итак, я взяла отрезок шнура около 80 сантиметров. И сейчас нам нужно сделать заломы для складок рюкзака. Таким образом. То есть вы находите центр вашего рюкзака и делаете одинаковые заломы внутрь вашего рюкзачка. Сейчас мы находим центр с изнаночной стороны, там, где мы будем пришивать клапан. Вот так вот мы будем пришивать клапан. С этой стороны мы находим центр
Воспользоваться можно сантиметровой лентой. У меня он составляет 22 сантиметра, то есть вот он центр 11 сантиметров. Отступаем примерно от вот этого вот столбика примерно по 5. Отступаем примерно по 5 сантиметров. Здесь вот центр и отступаем 6 столбиков. Вот он первый. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сюда мы продеваем с краю, то есть практически сразу под обвязкой, нашу утяжку. Ну вот в данном случае это будет шнур. Так, делаем возврат. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот он центр и снова 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда вставляем крючок и проталкиваем вовнутрь нашу утяжку. Можно утяжку также сделать на один ряд ниже. Все, готово. Сейчас мы находим центральную часть вот у этого нашего залома. То есть вот таким вот образом вставляем крючок. И нам нужно протянуть между этого залома, между этой складкой нашу утяжку. И точно так же делаем с другой стороны. По центру протягиваем шнурок утяжку. Готово. И сейчас с центральной части, вот она, лицевая часть нашего рюкзака, мы также находим центр 22 сантиметра. Вот он, 11,5. Также примерно отсчитываем 6 столбиков. Здесь мы отсчитаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот он. И делаем отступ ниже, вот так вот, как бы на 2 ряда ниже. И протягиваем нашу утяжку. Также с этой стороны, с левой, 1, 2, 3, 4, 5. И спускаемся на 2 ряда ниже. И протягиваем шнур утяжку. Это нужно для того, что, то есть крайний наш, вот она утяжка, она находится с краю, либо можно ее опустить на один ряд ниже, то есть как вам будет удобно. Я вот этот шнурок планирую заменить на производственную утяжку из кожи натуральной, просто в данный момент у меня ее нет. И делаем, пусть будет пока бантик. Вот эту утяжку можно сделать и немножко пониже. И можно будет сделать хорошие узелочки. Красивый, ну пусть будет у меня пока такой. Итак, клапан. В качестве клапана крышечки для рюкзака у меня вот такая кожаная, темно-зеленого цвета от пряжи Центр. Очень хорошая фурнитура у них для сумок. Я буду прикреплять вот этот клапан сейчас. Вот так вот все это будет выглядеть. И мне нужно будет прикрепить замочек для кожаного клапана. У меня вот такой вот с гребеночкой. Есть замочки с болтиками. Вот он, вот так выглядит. В замочек с болтиками вам нужно будет еще связать небольшую подставку. То есть вот сюда несколько рядочков, вот такой вот коротенький, как бы подкладочку под этот замочек, потому что здесь, видите, щель образуется, иначе замок не будет держаться, то есть он будет расхлябанно ходить на вашем клапане. Я сделаю вот такой замочек гребенку, если его хорошо закрепить, он будет достаточно хорошо держаться на кожаном клапане. Далее прикрепляю под мою застежку с изнаночной стороны в рюкзаке, прикрепляю вот этот вот зажим.
этими ножками. Итак, мы определяем места крепления наших ручек. В качестве ручек я рекомендую все-таки использовать ручки либо из кожезаменителя, либо из кожи натуральной. У меня из натуральной кожи, также темно-зеленая. Это одна серия, и ручки, и клапан. Можно, конечно, и связать ручку для сумки. У меня есть целый плейлист, как связать ручки для рюкзака, для сумки. Они тоже подойдут, но тем не менее они все равно немного растяжимы. Как бы плотно я их не вязала, все равно растяжения они имеют. Поэтому, если хотите использовать именно ручки вязаные, переходите на мой плейлист и посмотрите видео, которое вам больше понравится, те и будете использовать в качестве ручек. Я оставлю в правом верхнем углу ссылку на этот плейлист, ну и, конечно, в описании к этому видео. Посмотрите и определитесь. Итак, нам нужно сейчас пришить наш клапан. Пришиваем мы его примерно, небольшой отступ делаем от края и пришиваем обычными соединительными столбиками вот в эти отверстия. Вязали мы крючком 4 миллиметра. Он также подходит для крепления этого клапана. Вот так вот. Соединительными столбиками берем нить, определяем место, где у нас будет крепиться клапан, вставляем крючок в самое крайнее отверстие и вытягиваем нашу рабочую нить. Вот я вяжу крючком 4 миллиметра. Он хорошо пролазит вот в эти отверстия на клапане. И так ровненько пришиваем наш клапан. Мне на камеру немножко неудобно вязать, у меня трясется камера. Вот и все, рюкзачок наш готов, вся фурнитура прикреплена, клапан наш пришит, он готов к использованию, он немножко не входит у меня в объектив, поэтому я вставлю сюда фотографии, посмотрите, как он выглядит спереди, сбоку и так далее. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео. Пока-пока, до встречи в новых видео.